Привет, привет, с вами Алена, и сегодня у нас вот такие ножки. Обратился мужчина с просьбой о помощи, потому что сильно разболелось что-то у него сбоку, вот там как раз, где пальчики друг об друга и трутся. Конечно, при помощи кюретки я сразу легко определила, что ноготь имеет тенденцию к вырастанию и скручиванию, а вот эта болячка на боковом валике как раз-таки говорит нам о том, что там даже уже и воспаление было. Оказалось, что ему совсем неудобно в последнее время подстригать свои ногти. Обычно этим занималась жена, но что-то она это все дело на тормоза немножко спустила, и он подзарос. Как видите, длина свободного края большая, и под уголками скопилось много остатков продуктов жизнедеятельности. Ну и ногти, видимо, из-за обуви, может быть, из-за чулочно-носочных изделий. В общем, все это дело стало немножечко вырастать. И самое первое, что нужно здесь сделать, это банально подстричь свободный край. Конечно же, я ему сразу объяснила, как нужно подстригать ногти, что ни в коем случае не нужно оставлять длину, и, конечно же, не стоит выстригать туда углы. А мы сейчас продолжаем осматривать его уголочки, и вот сейчас очень хорошо видно, насколько они туда подкручиваются, поэтому берем пряморежущий. Без этого инструмента, в принципе, я себе педикюр даже не представляю. Смотрите, какой кусочек, вот этот самый уголок, который и отравлял, собственно говоря, жизнь. Вот, теперь по поводу пряморежущих и разных кусачек для ногтей. Вот вы очень часто спрашиваете, а как же так вот мне стричь ногти, а как же это правильно? Ногти нужно стричь прямо, а все вот эти вот выстригания, которые я показываю у себя, и другие девочки-мастера показывают, все-таки давайте оставим это профессионалам, потому что человек, который в этом не сильно разбирается, может немножко переборщить, где-то недопонять, и на выходе скажет: вот я увидела у вас в мастер-классе, сделала так же, а у меня ногти стали вырастать. То есть вам может показаться, что вы сделали так же, а на самом деле будет совсем по-другому, просто потому что это не ваша специфика работы, то есть не ваше направление, и, конечно, вы вполне, возможно, не очень хорошо в этом разбираетесь. Поэтому давайте, пожалуйста, оставим профессионалам то, чем они и должны заниматься. Вот здесь, кстати говоря, я показываю, что у него второй и третий пальчик чуть длиннее, чем все остальные, и значит, что в обуви, скорее всего, они будут втыкаться. Это будет неприятно, что может тоже привести к определенной деформации и врастанию, каким-то изменениям как следствие. Дальше обязательно подпиливаем свободный край. Я использую для педикюра всегда вот такие тоненькие пилочки. Кусачки у меня Nippon Nippers, пилочки у меня для педикюра всегда Атис, так же как и масло. Но если что, ссылочку на все это я оставлю, чтобы вы мне вопросами в директ не заваливали потом. И, кстати говоря, по поводу запросов в директ. Вот вы очень часто пишете в комментариях, что у меня проблемы с ногтями, помогите. А я объясняю то, что без фотографий я мало чем смогу вам помочь. Вы присылаете фотку мне в директ Инстаграма. И вот как раз сегодня был один из тех дней, когда я сидела, разгребала. И, к сожалению, качество фото оставляет желать лучшего. То есть я также отдаю себе отчет в том, что человек, который в этой сфере не вращается, даже не всегда понимает, как правильно сфотографировать. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если я вам пишу в ответ, что качество вашей фотографии неудовлетворительное, и все-таки, скорее всего, вам поможет только профессионал. Вот, примерно какой-то такой у меня ответ, потому что по фото, по некачественному фото я не всегда могу вас правильно проконсультировать. А здесь, смотрите, тоже от ногтя какая вмятинка осталась, то есть вот эта вот самая дырочка. Представьте, насколько сильно он давил и как было тяжело ходить при таком вот врастании. Но теперь уже все хорошо, человек спасен и счастливо бегает. Ну а всем пока-пока, с вами была Алена, до новых встреч.